Всем привет и добро пожаловать на мой канал. В этом видео я расскажу вам о своих весенних ароматах. И в конце ролика будет новый конкурс. Итак, поехали. Первый аромат, который хочу показать, называется Rehab от бренда Initio Parfum. Я наконец-то купила себе полноразмерный флакон. Этот аромат раскрывается очень яркой лавандой и бергамотом. Затем я чувствую там кислую вишню, хотя она не заявлена в нотах, а в базе он остается таким кремовым лимонным курдом или тартом. Есть такое вот лимонное пирожное. Фишка этого аромата в том, что если вы не хотите покупать себе бакару, делину, да и другие какие-то такие очень сильно раскрученные ароматы, но вам нужен аромат, который, 100%, ладно, 99%, будет обращать на себя внимание, и у вас будут все спрашивать, что это за аромат, то это аромат Rehab. Он не настолько распространен, да, не настолько сейчас раскручен. Он очень яркий, он меняется в течение дня, он показывает невероятную стойкость. У него громкий шлейф, то есть если два пшика нанести, то у вас будет громкий яркий шлейф. Если нанести побольше, то все пространство будет заполнено просто вами. Я его покупала в Duty Free в Дубае. Это было не самое выгодное место, чтобы его приобретать. Тем не менее, у меня до этого был отливант этого аромата, и он мне понравился не сразу, потому что я люблю чуть более такие кремовые, более сладкие ароматы, но он меня покорил. Просто я разносила аромат и поняла, что да, я его очень хочу. Так что сейчас это реально один из моих таких вот самых фаворитов. Следующий аромат, который я сейчас просто обожаю, называется Карамандель от бренда Chanel. Я покупала его в Кейптауне. Кто не смотрел мое видео оттуда, посмотрите, мне будет очень приятно. Это сладковато-горький аромат, который вначале стартует такими цитрусами. И здесь такая сладкая нота белого шоколада, да, или такого муссового пирожного. Я затем чувствую еще немножко пачули. И все это на такой вот древесно-амбровой, она же амбро-деревяшки, да, древесно-амбровой базе. Я выбирала между несколькими ароматами в разных бутиковых коллекциях. Я смотрела в сторону Baby Cat от бренда Yves Saint Laurent, их новинка 2022 года. Этот аромат создал Доминик Рапийон. Мне аромат показался слишком копченым, слишком древесным, и ванили там было совсем чуть-чуть. Не понравился он мне с флакона. Я решила, что нет, не готова я его покупать. Второй аромат, на который я смотрела, это был аромат Diorama от бренда Dior. Я скажу так, я согласна с тем мнением, что Dior Edict классический должен стоить столько, сколько стоит Diorama, а она стоит почти $300, а Diorama должна стоить столько, сколько стоит Dior Edict. Просто потому что это очень красивый, ванильный, такой нежный, кремовый аромат, но не готова я была отдать за него такие деньги. В итоге победил Chanel, их аромат Карамандель. У меня не так просто много ароматов именно вот с древесно-амбровой такой базой. Этот аромат называют таким Chanel с нетипичным звучанием для Chanel. Он очень обволакивающий, он достаточно стойкий, он не меняется сильно в течение дня на вас, как, например, Initio, да, Rehab. Нет, все-таки он звучит более монотонно, но при этом это очень благородный, очень красивый, очень такой женственный, классический аромат. Следующий аромат называется Chanel 18. У меня вот такой небольшой отливант. Мне сделали его прямо в бутике Chanel при мне. Это самый сложный аромат для описания, по крайней мере, в сравнении с теми ароматами, о которых я вам рассказывала все это время. Этот аромат – это фруктовый такой древесный аромат с небольшим медицинским акцентом. И мне он очень понравился. Чем-то он мне напомнил аромат от Armani Diamond. Помните, был такой аромат? Он, конечно, был такой больше про фрукты, немножко такой химозненький. Но когда вот он усаживался, в нем было вот это вот такое немножко металлическое звучание, которое вот оно цепляло внимание. И еще этот аромат я могу сравнить с ароматами типа This is not another blue bottle. У меня недавно был обзор на один из этих ароматов. Синтетическая чистота правит балом, вот, поэтому мне подобное направление ароматов нравится. Я бы купила его в travel формате или там 30 мл, просто потому что больше мне не нужно. Тем не менее, я его доношу до конца, вот как раз думаю, что март-апрель. Следующий аромат, который хочу показать, называется Mon Guerlain Eau de Toilette Bloom of Rose. Я уже показывала этот аромат. На мой взгляд, это
ну, один из лучших, наверное, вариантов цветочного аромата на весну. Он раскрывается маслянистой лавандой, белыми цветами и розой. И все это вместе на такой вот какой-то очень красивой кремовой базе. Он очень хрустальный, очень чистый, очень свежий. Он получает самое большое количество комплиментов от женщин в моем окружении. То есть женщинам он очень нравится, что, кстати, автоматически делает его замечательным подарком. Особенно если вы, ну, плюс-минус знаете вкусы человека. Мне кажется, что это замечательный вариант подарка. Ну, тем более сейчас вот все эти праздники и так далее. Следующий аромат, который хочу показать, вы все прекрасно его знаете. Я себе приобрела такую небольшую версию. Это Dior Addict. Dior Addict для меня это аромат моей юности, это аромат, который хотели все, и для меня он в первую очередь про мандарины, про ваниль и сандаловое дерево. По поводу разговоров о том, что выпуск до 2012 года или после, могу сказать так. Я знаю прекрасно, как пахнет этот аромат, когда он только появился, потому что это был самый популярный, один из самых популярных ароматов среди девушек и женщин. И я могу сказать, что да, это тот же самый аромат, но он не настолько насыщенный, не настолько яркий, не настолько вот он концентрированный. Для меня это вот такая проверенная классика, которую я хочу просто иметь у себя в коллекции. И последнее, что хочу показать, это не духи, это боди-спрей Warm Vanilla Sugar от бренда Bath Body. Почему я вообще хочу его показать? Во-первых, потому что мне очень нравится бренд Bath Body. Я все жду, ну вдруг они к нам придут, назовутся они как-нибудь, наверное, странненько, типа там баня и душа, что-нибудь такое. Так вот, есть такое словосочетание амбассадор бренда. Мне оно кажется немножко комичным. Поэтому я готова стать амбассадарней этого бренда. Пожалуйста, я жду. Значит, этот аромат еще я хочу показать вам, потому что он очень похож на аромат Diorama, о котором я сегодня говорила. Ну, конечно, невозможно сравнивать там парфюм и боди-спрей. Тем не менее, Bath Body делают великолепные отдушки. Это кремовая такая кашемировая ваниль. На мой вкус не очень сладкая, хотя здесь в названии есть слово sugar, тем не менее, я бы сказала, что он более такой мускусно-кашемирово-ванильный спрей. Очень красиво, он продается на разных маркетплейсах, в принципе, при желании его можно приобрести и потестировать. Так что на весну вот он у меня будет среди боди-спреев править бал. Ну, а теперь конкурс, о котором я говорила. У меня есть два аромата от бренда Essential Parfum. Один из них называется The Mask, а второй называется Mon Vetiver. Первый это такой мускусный аромат, немножко кремовый, немножко сливочный, а второй свежий, про ветивер, очень весенний. Эти ароматы можно комбинировать между собой, можно носить по отдельности. Условия конкурса. Напишите, пожалуйста, вашу историю о том, как вас поздравили на 8 марта, может быть, как-то необычно. Мужчины, пожалуйста, тоже участвуйте, может быть, вы как-то очень изобретательно подошли к поздравлению своих милых женщин. Автору самого оригинального комментария, самой оригинальной истории, потому что на моем канале я люблю истории, я отправлю эти два аромата. Пожалуйста, участвуйте. Дорогие девушки, поздравляю вас с наступающим праздником. Желаю вам быть красивыми, желаю вам быть здоровыми и счастливыми. Ну и большое спасибо всем за просмотр.